Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Украинский философ Андрей Баумейстер на связи. Андрей Олегович, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Андрей Олегович, очень такие смутные времена наступают. Причем прилетело оттуда, откуда, как бы не сказать, что не ждали, но в очень неудобный момент. Значит, полностью перефокусировка внимания мира произошла на Ближний Восток. И это понятно. Иран, Израиль, обоюдные обстрелы, резкие заявления, громкие, скажем так, посылы. Чуть ли там не ядерными бомбами американцы могут бомбить вот эти бункеры иранские. Иран отбивается. В общем, есть уже аналитика о том, что если Америка вступает в войну против Ирана, то ядерная бомба вообще не вопрос. То есть сделают, хотя как бы официально декларируют, что таких намерений нет. Израиль терпит, сцепив зубы, закрывает информационное пространство цензурой, что в принципе понятно и было до этого, и получает удары, нанося, конечно, удары свои по иранской территории. И в этот момент в Украине происходит, скажем так, какой-то переворот доски. Мы видим разгромную статью в Политико по поводу Ермака, визита в США недельной давности. Просто там как бы авторы не подбирают слов, если это можно выразиться в отношении этого издания. Мы видим бегство целого вице-премьер-министра, потому что отвечает он за национальное единство, но вот решил немножко, может на время, а может и навсегда отъединиться. И все это замешано вокруг деятельности антикоррупционных, скажем так, наших структур. Причем парламент сразу включается и говорит, мы проверим антикоррупционеров на коррупцию. В общем, как-то вот это буйство, отдаляет нас от фронта, где дела не очень хороши, и продвижение противника как шло, так и идет, но подмывает, казалось бы, незыблемое – власть. Как вы смотрите с философской точки зрения на этот период? Ведь кажется, что происходят вещи, которые гораздо опаснее войны. Утрата власти. Тогда первый вопрос, что такое власть и кто власть? Потому что, мне кажется, мы живем в мире голограмм политических. Вот возьмите этот пример, который вы привели. Он меня тоже очень заинтересовал. Белый дом, администрация Белого дома избегают Ермака. Что получается? Мы говорим о том, что в последнее время, особенно это началось с эпохи Порошенко, Украина постепенно теряла субъектность. Говорю клише, чтобы не искать слова, вот она теряла субъектность. И постепенно через наблюдательские советы, через прямое влияние вице-президента тогда Байдена, и мы слышали эти вот утечки разговоров, а через другие механизмы постепенно Украина теряла субъектность. И вот теперь казалось, что политическая власть, она находится в другом центре, а Киев исполняет определенные директивы, принимает директивы и экспериментирует на местном уровне уже со своими элитами. Перераспределяет, занимается коррупцией, занимается какими-то презентациями и так далее. Теперь круг замкнулся. И оказывается, что то, что мы вчера считали субъектностью Украины, то есть, например, власть находится где-то в другом месте, оказывается тоже не так. Там избегают главных представителей украинской власти и не хотят с ними иметь дело. Круг замкнулся. Когда мы спрашиваем, где власть и кто власть? Если власть не в Киеве и не в Вашингтоне, если наш президент Зеленский озвучивает тексты, которые ему написали, если Ермак, как пишет этот источник, не совсем точно передавал последние годы информацию Зеленскому о том, как в Вашингтоне относятся к Киеву, тогда вопрос, кто власть, возникает само собой. Я вижу, что это власть голограмм. Это власть каких-то репрезентаций, скажем так. Заметьте, что мы не слышим послов Украины в других государствах. Практически их нет. Народных депутатов практически нет. То интервью Стефанчука, которое разбирали несколько дней назад,
и где он говорит, что в Раде присутствует 340-350 из 450, это тоже только цифры. Мы слышим где-то десяток депутатов, не больше. В принципе, Верховная Рада – это 10 человек. Медийно. Получается, власти нет ни в администрации, ни в Верховной Раде, ни в украинском парламенте, ни в Вашингтоне. Но при этом кто-то произносит какие-то тексты, кто-то кого-то накачивает патриотизмом. И получается, что комиссар, защитник украинской революции, там, омбудсмен на иностранном языке, играет более медийную роль, чем, например, не знаю, Ермак тот же. То есть совершенно второстепенные, малозначащие и ничтожные люди играют какую-то роль. И для меня, поскольку я еще и занимаюсь политической философией, я бы назвал эту ситуацию как растворение власти, потеря власти. Власть у ТЦК, власть у каких-то небольших групп. Кто-то направлял в Черновецкий храм несколько десятков молодых людей, постановочный захват. И камеры наблюдения показывают, как молодчики врываются, избивают всех подряд. Я думаю, что эти люди безнаказанно это делают, да еще и, наверное, получают деньги. Тогда возникает вопрос, кто им платит эти деньги, кто нанимает этих людей, молодых, для того, чтобы давить, избивать и захватывать собственность. И здесь мы видим, что аналитика буксует. Кто это делает? Раньше в советское время была поговорка «кто-кто?» Пушкин. Но здесь кто? Шевченко. Кто все это делает? Кто все это делает? И здесь невозможно анализировать, потому что есть еще один феномен. Это потеря политических центров в Европе. И бегство Трампа, и вообще, скажем, сейчас заявить активность – это сбежать. Вот быть активным – это сбежать. Трамп сбежал с G7, например. Да? А администраторы Белого дома сбегают от Ермака. То есть это тоже какая-то позиция. И в этом смысле мы видим, что и Макрон не субъектность, и Мелони ее субъектность закатывать глаза, и мы смотрели с удивлением, я ей восхищаюсь. Она прекрасная актриса и очень обаятельная дама, и она постоянно играет лицом. И что знает общественность о G7? Две вещи. Трамп сбежал, причем с серьезным видом, что ему сейчас вот что-то нужно делать. И Мелони закатала глаза. Вот эта картинка G7. Все эти коллективные фотографии уже никого не интересуют, там, где фотографируются лидеры стран и так далее. Поэтому мой краткий ответ – это интересный феномен. Мы подозревали 5 лет, 10 лет назад, что власть – понятие эфемерное. И власть нужно искать в каких-то местах не совсем публичных. А сегодня нам трудно идентифицировать источники власти. Но я бы с вами не согласен, что власть как бы полностью утеряна или есть кризис власти. Есть сила инерции. Я бы сказал, образ такого петуха, которому рубят голову, но он еще бежит. Да? Но это немножко он долго бежит. Он может долго бежать. Потому что у разных групп людей на фронте, в Киеве, в других регионах Украины есть сила инерции, сила самосохранения. Кто-то до последнего удерживает, не знаю, хозяйство города. Кто-то на своем участке фронта проявляет устойчивость или даже героизм, удерживая конкретный плацдарм или конкретный участок. Но это слабо соотносится с приказами от каких-то вышестоящих генералов, а особенно с указаниями из Киева. Все каким-то образом происходит стихийно. То есть мы ушли в какую-то стадию такого анархического бурления, где непонятная группа людей, кто из храбрости, кто из мужества, кто из ответственности, кто из включенности в коррупционные схемы, продолжает бессмысленную деятельность удержания того, что есть. Пока все не рухнет окончательно. Когда все рухнет окончательно, оглядываясь назад, все будут говорить, а зачем они это делали?
Вот зачем они удерживали вот эту власть в таком-то городе, хозяйство, экономическую систему? А зачем они преследовали людей? А зачем они захватывали храмы, когда государство рушится, а они в это время захватывают храм, например? Все эти вопросы будут ставиться потом. Сейчас мы, находясь внутри, не понимаем, что вот такая ситуация абсурда. То Андрей есть вот Олегович, власть, я назвал это метафора голограмма, или ну, по-философски симулякр, например. Или иллюзорность, да, или искусственность, ну, как угодно. Андрей Олегович, но вы очень такую яркую метафору привели. Так, а когда голову отрубили? Я, я бы сказал, вы знаете, но это Нет, ну надо же такая понять. метафора даже с французской революции, с гильотины. Я бы сказал так, голову рубили постепенно. А голову рубили постепенно. Начали с гребня, потом по чуть-чуть и так далее. Это когда растянулось на десятилетия. Но мне кажется, наиболее ярко это проявилось, сейчас вам скажу, 20-21 годы. 2020-2021 годы. При полном вакууме власти, при полной неспособности стратегически мыслить, видеть интересы своей страны, занимать место в сложной геополитической системе. Это 2020-2021 год. Потом эти обвалы, вот 22 год, февраль-март, это стихийное как бы и совершенно оправданное желание защитить свою страну. И стало получаться, это первые месяцы, которые потом уже перешли в другую фазу. Итак, 20-21 год. Андрей Олегович, так от чего сбежал Чернышов? И тут даже не в самом человеке дело, даже дело не в должности, хотя в этом, конечно, тоже а, много вопросов. Целый вице-премьер не возвращается из-за границы. Ну, опять-таки, может разрулиться, как-то вернется. Да? Но тут же подтекст очень глобально важный для каждого украинца. Нам на протяжении достаточно долгих месяцев репрезентовали какую программу, что украинцы, возвращайтесь. Я помню, там мне в предложку на телеграм-канале, просто люди в комментариях писали, что вот там собирали консульство или посольство в разных странах украинцев, говорят, вот смотрите, там обычный электрик, который там работает, например, в Польше, да, мог сразу стать там начальником какой-то подстанции. Ну, то есть карьерный рост, давали деньги, там, семью, там, в детский садик жену устроить работать, пристроить ребенка. Только возвращайтесь. Это все движение началось при Чернышове. Плюс какая-то, ну, такая сложная, но тем не менее, какая-то разморозка вот этих катастрофических, ужасных моментов, когда людям за границей не выдавали паспорта. В общем, это его кафедра. И он как бы этим всем занимался, много было пиара, много было всего, и сейчас, наверное, он тоже продолжает заниматься. Но именно этот человек оказался первым таким высокопоставленным чиновником при должности, который вот так себя повел. Это ведь о чем-то нам, украинцам, причем и тем, которые за границей, и тем, которые внутри, говорит о состоянии вот этой голограммы власти. Как вы посмотрели на эти события? Ну, они, понятно, еще в развитии, но, тем не менее, какие-то промежуточные выводы сделать можно. Я бы разделил этот вопрос на две части. Первый – это лично-коррупционные отношения, а именно людей вокруг Зеленского, вопросы вокруг НАБУ и вот эти все вещи, которые последние дни разворачиваются. Да? Кто кого будет расследовать, кто на кого будет давить и так далее. Фактически это конфликт между зоной американского влияния и зоной как бы украинских коррупционных структур и политических украинских кабинетов. Это темная сторона вопроса, которая для специалистов-расследователей. А расследователи, как мы уже знаем, у нас
гордятся тем, что они сотрудники СБУ. То есть журналисты у нас гордятся, что они сотрудники СБУ. Это тоже важно, да. А есть другая сторона символическая. И здесь это, я считаю, просто счастливое совпадение. Счастливое совпадение, когда человека, которого избирают как образ привлекательности, заманивания, всего лучшего, что можно собрать. Вы знаете, это как собрать остатки символических каких-то копеек, медяков, вот этого всего, чтобы собрать красивую картинку. И этот человек должен сиять где-то на горе, обманчиво сиять, и таким пением сирены привлекать не совсем рассуждающих здраво соотечественников, находящихся по всему миру, чтобы они, как под дудочку, вот, существа такие шли туда. И вот это сияющее на горе существо прекрасное сбежало. То есть, мне кажется, что в этом есть тоже резон. Этот человек хотел стать ближе к соотечественникам за границей. Он подумал, что из Киева его голос будет плохо слышен. Ну да, из Вены лучше, да. Да. И вот там, на этой горе, там нет горы, ну там холмы над, как бы, где-то со стороны Шонбруна, на какой-то виноградной горе он будет смотреться лучше и убедительнее. Но это прецедент, и теперь нужно хорошо подумать администрации президента, кого назначать. Нужно ли назначать такое следующее существо сияющее? Или это крах этой идеи? То есть, если говорить о символической стороне, то перед нами просто крах этой идеи. Причем позорный, быстрый и, мне кажется, бесповоротный. Смешно было бы еще кого-то назначать, вдруг и он сбежит. Да, но вот это бегство, ведь это процесс, который длится эти годы. То есть оркестры, театральные коллективы, там юмористы, писатели, дипломаты, политики, депутаты. Вместо 450 – 350. То есть часть из них туда-сюда ездила, а часть просто уехала и где-то таится. Кроме того, есть особая каста, которая может жить на две страны. Они мало Резников, например, мне кажется. Да? Можно там жить в Киеве там, и в другом месте, в Лондоне, например. Но я не о нем, но о ряде, скажем, украинских политиков. Им можно. Потому что они уже в отставке. Они как бы не при власти, но у них есть мандат туда-сюда ездить. Поэтому это тоже задача освещения. СМИ этим мало интересуются. Мне обидно, что, например, часть официальных украинских СМИ, я называю это как... Это жест моей доброй воли, называть их СМИ. Жест сотрудничества, жест солидарности с соотечественниками. Называть эти там НВ, Украинская правда, буду называть их СМИ. Униан. Эти структуры в основном точечно описывают какой-то факт. Или делают какие-то через сливы расследования. Но если бы все это анализировать, то картинка была бы другая. Просто показать логику бегств или последовательность исчезновений политиков, бизнесменов высшего звена. То, понимаете, сбежала фактически правая рука министра иностранных дел год или полтора назад. Вспышка была, о ней говорили, но сейчас никто не говорит. Ее спросили, ну это же тоже человек, который ратовал за то, чтобы мы ценили, возвращались и так далее. Она сказала, у меня ребенок и у меня личная безопасность. И я ставлю это выше. Таких случаев сотни. Но не такого уровня, но таких случаев сотни. Но если они будут писать, это знаете, что будет? В теории пропаганды это называется эффектом повтора. Вот если это будет постоянно в СМИ, и постоянно будут называться имена, даты и цифры, мы придем в ужас. А так, если мы информируем точечно и называем отдельные имена, это не смотрится каким-то катастрофическим такой картинкой. Ну, сбежал один, сбежал другой, сбежала другая, можно понять. А официальные СМИ после шока первых 2 недель просто уже перестают об этом говорить.
Это другая фаза пропагандистского мышления, это замалчивание. Если мы об этом не упоминаем месяц, два, три и год, этого не существует. Ну, а блогерам нечем заниматься. У блогеров всегда актуальные проблемы. Я имею в виду и YouTube, и социальные сети. Они всегда в первую очередь заточены на обсуждение глобальных или актуальных проблем. А вот эти все цепочки – это лишняя работа. У всех нет времени. Вот поднять все это и создавать такие таблички. И на вот к полку прибыло, вот еще 10 человек, вот еще 20. Вот из министерства, вот из ведомства культуры. А вот активисты украинские оказались там, там, там и там. В конце концов, мы видим решение дилеммы безопасность или патриотизм. Причем патриотизм может быть в безопасности. А именно патриотизм может быть в Канаде, в Соединенных Штатах, в Европе. Там еще есть люди, которые так или иначе поддерживают, ну, часто такие бесчеловечные акции, которые мы наблюдаем внутри страны. Вот я хочу наших зрителей и слушателей обратить на это внимание. Может быть, вам захочется. Я как исследователь и как философ знаю, что есть два типа включенности в реальность. Есть по касательной, то есть какие-то приходят факты, звуки, события, они сметаются предыдущим потоком, и вы не понимаете, что происходит. А есть более методический подход. Фиксируйте, связывайте, следите, создавайте эти картинки. Это может занять 30-40 минут в день. Но ваше видение изменится. Вы будете видеть внутреннюю логику, влияние причин на следствие и перестанете доверять вот этим вбросом, что научилась власть еще с оранжевой революции. Потрясает это то, что подучили в лучших вузах западных. Это наша элита – это люди 29-45 лет, которые или в бизнесе, или у власти находятся. Они красиво одеваются, говорят по-английски, и они освоили искусство презентации. И как только они из сферы активистов переходят во власть, они тут же усиливают вот это искусство презентации. Министерство образования, там, Министерство там, развития чего-то, там, цифровое, там, не знаю, транспортное. Это все, вот как мы это представляем. И точно так же, я отвечаю, завершаю ответ на вопрос, и вот это прекрасный человек на светящейся горе тоже начали с чего? С вот этих презентаций. Презентации могут быть двух типов. Ряд людей получает деньги за то, чтобы писать красивые слоганы. Часть людей, такие вот молодые люди, сидящие на технологиях, рассылают таким, как вы и мне, абсолютно безлико, пачками вот эти вот все сообщения. И создается тоже вот это голограммическое, иллюзорное ощущение какой-то деятельности. А насколько она эффективна? Мне кажется, она абсолютно неэффективна. Почему? Потому что, вот я сейчас скажу вещь, которую многие исследования подчеркивают. Потому что на эти вещи более падки люди, которые считают себя образованными. И которые считают себя связанными с идеями. На них вот эти презентации и шумовые завесы влияют больше, потому что они меньше связаны с реальной жизнью. А вот та часть граждан, которая реально связана с жизнью, я слышал их разговоры вот, на улицах городов, там, каких-то местах, они абсолютно реалистичны. Они понимают, что их ждет, они понимают, где будущее их детей, они прекрасно понимают, как сопоставляются факты вот, их выживаемости и их реальной жизни. Их труднее обмануть. Вот что я хочу сказать. Хотя при этом они в социальных сетях могут, там, не знаю, атаковать вас или меня иногда и так далее. Но это их такая жизнь, ну, это их хобби. Андрей Олегович, вот по поводу логики бегства. Ведь по большому счету, вот вы так приводили эти примеры, ну или там аргументы, да? Ну, мы с Баканова можем начать. Ну, там не бегство, но это... Нет. Я вот именно хотел бы соотнести это все персонально на Зеленского.
Потому что Мгм. это человек, которому дали шутливую, как бы такое шутливое прозвище, Боннефтик. Ну, мне нужно оружие, а не такси в начале войны большой. Вы помните, да, вот эти все формулировки, фразы. Лидер мира и так далее. Но ведь по большому счету, если опять-таки подумать, что грех, наверное, очень часто, то вот мы видим жуткие обстрелы городов, о которых Зеленский знает. Ну, потому что разведка, потому что ну, это вот, да, как бы закулисная сторона политики. И назначается визит там, в Австрию. В этом визите в Австрию закрывается полностью там, центр города, там, 2 кольца правоохранителей и так далее. То есть все понимают. Такого не было, что даже Трамп приезжал, говорят местные жители. Ну, в первую каденцию приезжал Трамп, и таких не было мер безопасности. Но тем не менее. Визит оценивают как пустой, но обстрел уже произошел. В этот же день, ну, то есть ночью обстрел, в этот же день любимая, ну, вот такая любимая фишка, любимый финт власти – это собрать 62 представителя с разных стран, работников посольств, консульств, ну, в общем, людей, которые как бы представляют иностранцев, и привести их на место трагедии. Там, где там, супружеская пара страдала, целый день сидела с утра до уже почти под вечер, да, когда достали их сына. Это все в объективах камер, на этом горе, на этих эмоциях там подпитывается вот эта медийная составляющая. И вы знаете, а потом же это продолжение имеет. Достали этого парня, а он оказался, ему 31 год, и он на первом курсе магистратуры. Кто-то дочитал, что магистратура, кто-то не дочитал. Начали говорить, что это там безугло, и другие военные, что карма, мол, ухылянт. Да. Да. Понимаете? То есть, и вот эта картинка, тут действительно тяжело не сопереживать этим, ну, уже в возрасте, 31-летний сын у них, да, вот погиб из-за удара по Киеву. А теперь это все девальвируется. Приезжают эти послы, потом срочно опять, то есть Трамп срочно уехал с Г-7, который вы описали, да, чем запомнился. Зеленский тоже раньше срока уезжает с Г-7, приезжает туда, возлагает цветы. То есть мы понимаем, что это ведь тоже своеобразные элементы, конкретно у Зеленского, бегства от четких вопросов, которые нужно решать. Вопросов войны и мира. И у нас складывается впечатление только одно, что ну так я готов встречаться с Путиным. И это нам выдается за какую-то деятельность. А деятельности, вы же видите этот процесс стамбульский, ну, переговорный, деятельность, от нее тоже получается голограмма, ее по факту нет. Что скажете? Я попробую осторожно описать ту реальность, которую вы набросали. Во-первых, это ощущение людей, которые находятся в Киеве, в Одессе, в Харькове, в Днепре. Это ощущение ужасное. На самом деле это уже несколько раз переступленная черта социальной психологии. Это страшно. Виды сложившегося подъезда, все больше дронов, все больше ракет. И, безусловно, реактивная реакция. Видите как? Тавтология. Ну, скажем, быстрая реакция или моментальная реакция людей, которые в гневе, в страхе. Это понимание безжалостности врага, понимание того, что Россия действует беспощадно, запугивает. Естественно, дальше возникает после этой реакции ожидание, как ведут себя мои элиты, наши элиты. Всегда очень важно, потому что есть социальная психология, а есть группы элит, которые обязаны быть ответственными и находить решения из сложившейся ситуации.
Но назовем условно элиты, мы видели, что мы не можем найти центры власти. Но вот те элиты, которые на виду, удивительным образом ведут себя неадекватной ситуации. Например, Украина пыталась еще 2 года назад организовать, ну не то чтобы насильственное, но подталкивающее релокации граждан из Европы. Велись переговоры, велись различные консультации по этому поводу. И сейчас, будучи в Вене, там разные цифры ходят, сколько запросил людей своих дворовых, извините, президент, чтобы Австрия подтолкнула, будем так мягко говорить. Еще одно высказывание президента, которое тоже обошло многие СМИ, а именно, а если из этих городов уедут мирные граждане? Да, кто их будет удерживать? Кто будет в этих городах? Ну, тогда враг просто в них зайдет или разобьет эти города. Вот давайте свяжем эти 3 точки сейчас. Я иду по очень тонкому льду. Я понимаю, что многих я могу задеть. Но мы должны даже в этой ситуации пытаться мыслить, в этой сложнейшей ситуации. Итак, агрессия врага, который безжалостен, и который ощущает слабость и нашей ПВО, и наших ПВО и так далее. Это власть, которая может возложить цветок, но за эти годы вопрос, что сделано для того, чтобы эти налеты были менее эффективны. Что считать эффективностью, Андрей Олегович? Извините, я сразу... Отбивать атаки, да, нет, усиливать ПВО. Я сразу... Смотрите, понятное дело, у нас там пропаганда, контрпропаганда, ИПСО, не ИПСО, но люди видят, да, летит ракета, летит дрон, его подбивают, он падает на жилую зону. Да. Но это Кстати, эффективно. Да, Подождите. Это эффективно. Дрон не достиг цели. Говорят нам по телемарафону, и люди такие, да, это эффективность ПВО. Так ПВО должно защищать, вот опять-таки, война, да, состояние войны. Защита должна направляться на людей, на жизненное пространство или на военный какой-то там, не знаю, чувствительный, нечувствительный объект. Что важнее, что в приоритете? Это вы уже детализируете этот вопрос. Я сейчас говорю об эффективности в вообще отражении воздушных атак врага. Я это называю эффективностью. А вы уже ставите моральные дилеммы. Моральная дилемма – это когда у нас средства только из 2 объектов на 1, условно говоря, и мы должны думать о том, и, кстати, сейчас ситуация вокруг Израиля и Ирана, эта тема тоже обсуждается, да? И когда у нас 2 цели, а защитить мы можем одну. Моральная дилемма, на какую цель мы должны направить защиту. Это будет военный объект или гражданский объект. С точки зрения пользы для войны. Это утилитаризм, это не либеральная идея ценности жизни. Я говорю сейчас об эффективности вообще отражения воздушных атак врага. И вот в этом треугольнике деятельность, которая должна была способствовать все большей эффективности отражения атаки, отсутствует. А деятельность, пиар-деятельность или вот эти презентации разного уровня присутствуют. И вот этот треугольник, который я нарисовал, если уйдут мирные граждане из городов, то кто их будет удерживать? Вторая точка треугольника. Украинцы, возвращайтесь. Куда? Ну вот, может быть и в Сумы, а может быть там, не знаю, ну, естественно, в другие города. И третья точка. Вот этот гнев, который канализируется и направляется. И после каждой такой акции агрессивной Зеленский дает волю всем своим негативным эмоциям и выступает и говорит: вот, убийца, террорист, как можно вести переговоры. А потом в другом ролике говорит, что он готов к переговорам. Параллельно выступает, отвечает на вопросы Путин журналистов и говорит о том, что он тоже готов встретиться с Зеленским, только он не готов, чтобы Зеленский ставил какую-то подпись. И проблема затягивается дальше. Я говорю о том, что в этой третьей точке выступление Зеленского в речах, которое оценил Трамп несколько недель назад, кстати, да,
на уровне слов или риторики ничего не делается для того, чтобы сделать дипломатию все более возможным инструментом. Получается так ощущение, что не выбирая выражений, а естественно социальная психология сразу отзывается на это. Президент не выбирает выражений по адресу, скажем, Путина. Но если мы спрашиваем опять о холодной эффективности, то мы понимаем, что это неэффективный гнев, неэффективная ненависть. Нам казалось в 2022 году, что ненависть может быть эффективной, и вот такие эмоциональные вбросы, громкие слова что-то могут породить. Сейчас мы видим, что это ничего ни в чем не помогает. Мы можем упражняться, мы можем писать Путин с маленькой буквы во всех социальных сетях, Россия с маленькой буквы во всех социальных сетях. Все уже слова перебрали. За все эти годы мы все слова. И вот мой вопрос. И что? Помогло? Вот эта канализированная ненависть, она дает эффективные инструменты решения проблем. Чем должна заниматься элита? Социально-сетевыми, извините, оскорблениями или решением задач? И если я только вопрос риторически поставил, если мы попытаемся ответить, мы перейдем к вашему первому вопросу нашей беседы. Вот он, голограмма. Петух без головы. Беготня, крик может быть какой-то, но он не кричит уже, но хлопает крыльями. И это неэффективно. И тут еще один момент, я в логику могу завершить. Я недавно тоже об этом говорил. Все говорят, а что будет, какое будет страшное будущее и так далее. Все, уже цена заплачена. Уже все. Вот то, что сейчас происходит, это уже инерция. И какую цену нам еще придется заплатить? Уже цена заплачена. Цена заплачена будущим страны. Его нет? Посылалось так много сигналов от государства и от системы гражданам, которая постоянно их как бы кодировала на то, что не доверяй, тебя кинут, тебя не поддержат, ты никому не нужен, ты никому не нужна. Каждый решает судьбу своей семьи, своих детей сам. А те, кто еще на поверхности, они продолжают вот эту риторику, сплачивают ряды и так далее. Но поодиночке, даже среди этих людей, я знаю, многие из этих людей уже решают свои проблемы, готовя себе аэродромы или уже имея эти аэродромы двойные и так далее. Вот в этом задача. Цена уже заплачена. И то, что будет после войны, это не будет продолжение Украины как государства в нынешнем состоянии. Это будут поиски уже каких-то других структур, сообществ, на каких-то других основаниях. Когда люди, и те, кто окажутся у власти, будут решать задачи другого уровня. Это будут задачи совершенно другого уровня. Многие высказываются и с философской точки зрения, и с политической точки зрения, и с каких-то таких историко-философских таких воззрений, что Украина, скажем, не государство или не может иметь государственности, потому что за эти 30 лет условно УССР, которая там, отделилась от Союза, не превратилась вот в эту Украину, и этот, собственно, проект надо переучреждать, менять, закрывать или, в общем, поглощать или делить, раздавать. Даже вот Марьяна Безуглая вообще откуда не ждали, то есть прилетела аналитика, говорит о том, что Украина распадется на несколько частей, и это будут там марионетки разных, в общем, где-то российская, где-то там какая-то европейская, где-то еще что-то. Интересная мысль на самом деле, потому что она звучит в момент того, о чем вы говорите, момент инерции, когда цена заплачена. Что скажете по поводу этих взглядов на будущее, остатков или там руин Украины, как государства? Нет, вы знаете, я смотрю на это. У меня были такие мысли несколько лет назад.
что ну, эти мысли вообще что-то можно было высказать, что-то было просто опасно высказывать. Я вижу, что в Украине все действительно в таком стиле, что то, что тебе вчера опасно говорить, завтра скажут депутаты, и народные, и президент. Вот он скажет, и все скажут, ну так это же, это же правда. Но то есть все понимают на внутреннем уровне, но как бы храбрятся на таком публичном. Да. И я не думаю, что ну, как бы Украина как государство погибла, не состоялась, что будут какие-то осколки. Но, безусловно, будут большие образования. Возможно, два, возможно, одно. Но дело в том, что слово «государство» – это растяжимое понятие. И ну, мало ли есть таких государств, которые существуют, но в принципе из них уезжают, и там ну, немного будущего в плане... Смотреть, что если мы в Европу хотели, если мы рассматривали Украину как вестернизацию, то, о чем элиты, оставшиеся, на что были заточены, то я бы сказал, что это кризис идеи вестернизации. Но опять же, но Украина не может состояться как идея истернизации. Да, и другая, я хочу успокоить в кавычках и другую часть, которые говорят, ну так почему? Вот давайте русифицируйте и становитесь частью другой системы. Это тоже ложная идея. Она не может, Украина не может этого. Она не будет такой системой, которая легко примет диктат Москвы, России на всех своих территориях. Вот что это 70 лет же жили в Советском Союзе. Много же из теоретиков и вот этих взглядов о том, что там, Россия, Беларусь, Украина. Ну, вы тоже знаете, эти три сестры, вот эти все моменты, Да. там, вот общая цивилизация, общая проектность. Ну и как бы, если там, да, вот включиться в эту цивилизационную сторону, то ой, ну и вроде как всем будет хорошо. От Львова до там, Луганска. Но это тогда, вы понимаете, вопрос, который мы сейчас не можем обсудить из-за недостатка времени. Во-первых, Украина складывалась частями на протяжении нескольких десятилетий в сталинском проекте. И значительная часть того, что называют украинским Пьемонтом, стала частью Украины только в 1939-1940 годах, извините. И поэтому нужно говорить об этой части Украины не 70 лет, условно говоря, да, а уже, Чуть меньше, да. условно говоря, меньше. Да. С другой стороны, это проект был абсолютно безжалостным. Это проект модернистский. Этот модернистский проект, извините, вот затронули тему, вот теперь терпите 2 минуты философской лекции. Смотрите, сейчас появляются на Западе исследования, которые говорят, что мы переживаем окончательную смерть идеи прогресса в модерной версии. Что это значит? Это значит, что идея прогресса и модерна терпелись до тех пор, пока приобретения компенсировали потери. Например, я приводил эти самые простые примеры. Соединенные Штаты 19 века. Рушится много мелкого бизнеса, очень много потерь. Но создаются суперкорпорации, и это компенсирует потери. Советская система сказала значительной части людей, вот эти все офицеры, богословы, философы, их можно убивать, ссылать, арестовывать, но все получают образование, мы создаем общество равенства, мы создаем нового советского человека, мы проводим индустриализацию, мы создаем космос, науку и так далее. И вот это компенсаторские вещи. Я с ними не согласен, я антисоветчик в этом плане. Но это система, которая могла компенсировать приобретениями потери. Мы сегодня, я говорю вообще мир как бы западный, европейский, достигли стадии, когда потери не компенсируются уже приобретениями. Советский проект невозможен. И мы не можем ориентироваться на большой модернистский проект в рамках нового союза, поскольку он не сулит нам уже никаких, он не перебивает плюсами минусы. Советский проект невозможен, он слишком
агрессивно-модернистский, он требует совершенно другого стиля мышления. Его убили практически. Нет, тут же, понимаете, опять-таки я как к философу к вам, да? Ну, Тут же вопрос запикаем. исходный. Мы эти все вещи поставим в период разговора особой сложности. И то я пытаюсь просто это объяснять. Нет, Но погодите, советский погодите. проект – это гигантские затраты. В Украину, давайте так, еще по-простому. Что бы ни говорили о колониализме, и сейчас будут там все некоторые возмущаться, в Украину было вложено, несмотря на голодомор 30-х годов, начало, но это опять же не только украинский феномен. И те, кто говорит о расстрелянном возрождении, забывают, что значительная часть этих людей были лояльны советской системе. Советская система их поселила, дала им звание, дала им возможности и так далее. На свою сторону переманила. Плюс еще и таких людей, как Грушевский. Понимаете? И вот эта система, она подрезала тех, кто ей не угоден, а на свою сторону приобретала лояльных. И в Украину было вложено колоссальные средства. Я могу называть объекты, которые Украине никогда не по плечу уже, финансово невозможно. Начиная с ЦНБ центрального, кто заходит, такое разваливающееся старенькое здание, я там в 2016 году снимали ребята со мной ролики «Философии сознания», ЦНБ Украина построить не может. Даже такой музей, как зоологический, чуть-чуть допотопный 50-х, 60-х годов, построить не может. А уж тем более не может построить там атомные станции, гидроэлектростанции большие, ракетостроение, самолетостроение, все эти там ГЭС и так далее и тому подобное. И нужно настолько отключить мышление людей, чтобы видеть только убийство, геноцид и колониальную систему, и не увидеть, какие колоссальные средства были вложены в Украину, чтобы купить эту лояльность. Заостряю свой тезис. Чтобы назвать Украину братским народом и включить его в суперсистему, в эту украинскую систему нужно было вложить колоссальные средства. А еще построить, извините, я уже завершу эту линию, а еще построить академии наук, институты физики, химии, математики, и развивать, потому что я вышел, хотя большую часть жизни прожил в Киеве, но первые 13 лет прожил в областном центре. И именно с середины 60-х годов, с начала 60-х годов, в областные центры полностью пришла инфраструктура советской цивилизации. Я повторю это для тех, кому 30 лет, 20 и наслушались пропаганды. Что это значит? Это значит, что в Полтаву, в Черкассы, в Житомир приходит союз композиторов, союз писателей, союз театральных деятелей, строятся ведомственные дома, открываются театры, выставочные залы, специализированные училища и институты, и создается круг интеллигенции. Ребята, те, кто сейчас апеллирует к украинской интеллигенции, старой какой-то дореволюционной, понятие интеллигенции или круга интеллектуалов – это советский продукт. До этого были кружки небольшие, писателей, каких-то интеллектуалов, симпатизирующих украинской идее. Я говорю о начале 20 века. А все плотная структура, как называли это советская прослойка интеллигентская, все это было создано советской властью за громадные деньги. У нас областной центр, у нас есть свой художественный фонд, свои писатели, композиторы, архитекторы, у нас есть свои инженеры, и так далее и тому подобное. И мы еще создаем ведомственные большие институты. Там в Полтаве медицинский, еще там, не знаю, в Ровно какой-то водный институт, всесоюзного значения, понимаете? Если это не видеть, вам вообще нечего делать, я не вам, Александр, говорю, а вот нашим вот этим вот активистам. Если вы закрываете на это глаза, вам вообще нечего делать в интеллектуальной сфере. Это значит, вы берете из 100 элементов 2, язык, небольшие группы, скажем, интеллигенции, 98 элементов для вас не существует. А это гигантская работа. Советская система – это гигантская работа. Это миллионы рублей. Миллионы рублей – это не миллионы нынешних гривен. Это серьезная валюта. Это все строилось, создавалось и так далее, работало. Вот этого всего уже не создать. Это должен быть совершенно другой проект. Вот теперь я завершил. Вот я немножко картинку нарисовал, чтобы люди понимали,
О чем идет речь? Я все-таки позволю себе уточнить. Опять-таки, как у философа. Да, Есть же, ну, там, во-первых, там все относительно, да? Относительно чего-то, да? Мы сопоставляем, сравниваем. Есть разные точки, да, в том состоянии, в котором находится общество, государство, ну, там такие понятия, ладно. То есть состояние на земле, да, то, о чем вы вспомнили, как там Советский Союз вкладывал деньги в... Ну, опять-таки, тут же тоже, чтобы еще было понятнее, не только в Украину, а во все республики. да, но в Украину больше всего. Вот в чем дело. Больше, Вот, чем в понимаете? Россию, извините. Больше, Больше, чем чем в в Россию. Россию, да. И, простите, пожалуйста, все так смотрят на там, Среднюю Азию, да, сейчас, там, ну, вот эту там Азию, да, там разные страны. Говорят, а что они так дружат с Россией? А что же это, ну, тут Узбекистан, Таджикистан, там, и вроде и тоже у них были проблемы политические. Да потому что они, ну, вот в советской, да, модели, да, вот, привнесли туда, ну, проекты, цивилизацию. Они, это все тоже Вот, конечно, работало и простой там. пример. Я называю имя. Расул Гамзатов. Да, Если мы исходим из малых государств, в которых мы сейчас существуем, Расул Гамзатов невозможен. Или Чингиз Айтматов. Чингиз Айтматов, ну, великий писатель, мыслитель и футуролог. Но, существуя в нынешних системах малых национальных, он невозможен. А в то время он гремел на всю страну, значит, на телевидении, выпускал книги, выходит роман, его сметают, это уже излет советского времени. Он собирает интеллектуалов, обсуждает какие-то темы. Да, он один из лидеров интеллектуального как бы, попытки увидеть будущее в начале 90-х. Вот я назвал Айтматов, Гамзатов. Сейчас этих людей бы не заметили вот под увеличительным под микроскопом, понимаете? да, так вот, Нужно вы, перевести все это, понимаете, на другие языки. Это нужно поместить их в большое пространство медийное, да, чтобы их увидели. И тогда они являются кем-то. а, так вот, вы говорите, что вот этот вот проект там особый, да, вот, о чем, это, понимаете, в чем дело? Это не потому, что там мне там чего-то хочется. Это тоже как альтернатива, вот, кризис идеи вестернизации. Как альтернатива, это судьба украинская. Или Европейский Союз, или Таможенный союз. Да, помните эти дискуссии там, времен Януковича и раньше? Да, вот. Или туда, или туда. Вот эти как бы идеи, да, какой-то там Украине, Руси или о большой конфедерации там, трех славянских народов, вы называете нежизнеспособными, потому что уже никто, собственно, не будет этим заниматься и, ну, так, как Это советская я власть. проповедовал в 15-м, в 19-м годах, еще до ковида, об Украине как о большом хабе, где с одной стороны западное образование, западные структуры, с другой стороны при авторитарности и диктатуре в России русскоязычные люди не только из России, но и из стран Азии, Средней Азии, могут в Киеве, в Днепре, в Харькове, в Одессе создавать большие проекты такого, ну, значения надлокального, назовем это скромно, да, сверхлокального. Я считал, что я могу работать на эту идею, которая бы усилила и украинскую культуру, язык и науку. Поскольку для того, чтобы издавать книги на украинском, писать, создавать школы, нужны деньги. Нужны деньги, потому что все это делалось энтузиастами. Я на энтузиазме писал книги на украинском, переводил и так далее. Как академический человек. У меня была эта идея, вот этого хаба. То есть я мыслил идеями, мне кажется, 21 века. Когда идеи национальные могут существовать, но они являются более, скажем, вторым этажом или, скажем, первым этажом более универсального проекта. Это называется универсалистский проект. И поскольку нам история дала возможности больших языков, мы учим английский, но мы знаем русский и развиваем свой украинский, у нас потрясающая возможность киевской культуры. Киевская культура всегда была разнообразной. Это всегда было немцы, поляки,
евреи, украинцы, если говорить о 17 веке, это немножко другое название, но все-таки. Это попытка выстраивать большие проекты. Это замена советского проекта. В этом проекте больше свободы, больше открытости, большего обмена мнениями. Сегодня он, конечно, уже не то что утопичен, он невозможен. Мы прошли эту фазу. Но я себя ощущал, чтобы работать, заниматься мышлением, создавать тексты и идеи, нужно жить в каком-то картине мира, горизонте. Это моя картина мира. Я видел недостатки этих революций. Я антиреволюционер. Я видел начинающиеся фазы вот этой жесткой украинизации. Я видел недостатки мышления части украинцев, которые ориентировались на Россию и которые не понимали, что и они ничего не получат, кроме каких-то жестких, давящих элементов. Я мыслил вот этим проектом. Можно его по-разному называть. Я называю это такой один из крупных надлокальных, надрегиональных хабов. Украина могла им быть исторически, мы к этому были готовы, потому что много конфессий, много языков, много культурных кодов, много исторических линий. И если бы у нас была возможность справиться с этим многообразием и сделать его нашим ресурсом для роста и ресурсом для трансформации, мы могли бы претендовать на создание чего-то нового в мире, чего-то нового. Но к этому не были готовы ни элиты, ни бизнес, которому немножко это нравилось, но как только его придавили, он тут же стал радикально националистическим или лояльным. Я просто почему завожу эту тему в финале нашей беседы сегодня? Я понимаю, что ее объем, я прекрасно... я просто описал, что мы потеряли. Да, так, вы спрашиваете, что нас ждет. Да, чего ждать? Потому что, если так вот разобраться, то, что вы описали в советском, 60-е годы, когда заходят там разные структуры, институты, в общем, целые прям прослойки. Я сейчас, может, такую крамольную мысль скажу, но условно такой тыл, оккупированной у Украины территории Российской Федерации, наблюдает нечто похожее. Когда заходят федеральные там структуры, федеральные проекты, такое федеральное. То есть вот это советское, всесоюзное, теперь оно такое федеральное. Я вам скажу грубо, но это все равно, это холопство все равно. Понимаете? Вас хлопают по плечу, вам там, я не знаю, пусть на меня крымчане не обижаются, очень люблю Крым. Но это тоже холопство. Вам приходят, вам говорят, этот холоп должен жить в хорошей избе. Мы покрасим избу, мы вам подключим, дорога есть, столица, вы можете приезжать и любоваться красотой Москвы как часть нашей системы. Но это холопство, потому что вы тоже не субъект, у вас нет субъектности. И это значит, мы вам перебиваем хребты. Или, извините за этот образ, это такой евнухи, понимаете? Потому что все решает центр в Москве, все решают эти группы людей. И украинцы интуитивно многие, даже понимая абсурдность украинской сейчас этой власти, ее полное отсутствие, абсурдность этих давлений, они все-таки за последние 10 лет интуитивно понимали, что это тоже не выход. Я говорю лично о себе тоже. Несмотря на то, что потрясающих много российских, русских мыслителей, инженеров, технологов, много актеров. Но сама система, она предполагает холопов и господ. Так а наша Панов и Питпанков, ТЦКшники, опричники. Но я-то строил, и моя цель была другая, между этими проектами. А между нельзя, или ты там, но действительно, как я могу сослаться здесь на рассуждение здесь Алексея, тут оказалось, что пугали страшными там, а мы оказались не менее страшными. И теперь выбор стал более сложный для той части Украины, потому что говорили, у нас паны, такие мягкие паны. Мы можем подворовывать, заниматься своим, обогащаться, свои стартапики, свои бизнесы. Но эти наши паны, они сквозь пальцы смотрят. Договориться можно. Понимаете? А с теми мы не договоримся. Они будут на нас давить и требовать. А теперь со своими панами, оказывается, жить невозможно.
Потому что они требуют тебя полностью, с твоим телом, с твоей жизнью, и с твоими мозгами, и с твоими даже мыслями, и с твоими снами. Ты должен сны видеть такие, как мы хотим. Я бы еще ввел омбудсмена украинского, который контролирует сны украинцев. Хорошая. Те, кто видит сны на русском языке, а нужно, чтобы жена или сын, или, не знаю, кот лежащий доносил, потому что люди иногда во сне проговариваются и что-то там кричат. И вот если сон на русском, это значит уже на карандаш. Да, есть такая история, когда человек спит, можно к нему подойти, взять за большой палец правой ноги, Так. и задать ему вопрос. Да, и он, собственно, как бы из сна. Ну, это так, это понятное дело. Вы уже можете быть советником этого Да, омбудсмена. видите, Что вы? то есть можно прописать прям целую методологическую базу, взять финансирование. Да. Давайте не оставим наших зрителей без подведения черты вот этой вашего вопроса. Мой ответ такой. О будущем проекте. Я хочу все-таки нести нотку позитива и луч надежды. Что может быть в этой системе? Давайте пересмотрим идеи классика интеллектуальной мысли Безуглой в позитивном ключе. Да, осколки. Да, какие-то фрагменты. Но нам нужна, я понимаю, что это будет трудно осуществить, нам нужна более мягкая идея государства, которая является определенным, очень условным обрамлением для ряда групп и регионов. Это старая идея регионализации, но она была по-другому сформулирована. Только через небольшие пространства, над которыми только символическое единство какое-то пространство существует, например, единство там, конституция, флаг и так далее. Но делать ставку на совершенно разные, практически автономные, здесь должны быть мыслить юристы, политологи, философы, практически автономные образования, Федерация, которые могут свободно, без военной силы и без диктата выбирать ситуативных партнеров для решения своих проблем – культурных, экономических, политических, геополитических. И не надо их преследовать и расстреливать. Если нам, например, нашей группе, условно говоря, Сумская область и там, не знаю, Черниговская, нам очень выгодны проекты с Белоруссией, центр в Киеве не должен нам запрещать и говорить, что это враги, что это там самопровозглашенный президент. А мы говорим, вот это наш регион, мы хотим его развивать. Мы не входим в состав этой страны. Нет, мы партнерствуем, мы обоюдовыгодное партнерство выстраиваем. Нам важно развивать наш регион. И это позволит нам развивать там и инфраструктуру, и, возможно, какие-то хорошие школы, возможно, обновить университет и так далее. Это чуть-чуть утопично звучит в наших условиях, но мне кажется, это единственный случай. Жесткое государство, вот этот итог, это даже не кризис вестернизации, это кризис такого жесткого унитарного государства. Украина не показала свою неспособность к государственности, нет. Она показала нежизнеспособность вот этого унитарного, жесткого монопроекта. Он оказался для нее смертельным. Не только из-за российской агрессии, но и из-за внутренних процессов. То есть выстраивать мягкую, открытую структуру с возможностью разных регионов взаимодействовать с теми или иными субъектами. Турция, Беларусь, для кого-то с Россией тоже, потому что это будут разные группы. Для кого-то с Польшей, для кого-то с Германией, для кого-то с Британией. Почему нет? С Молдовой, с Болгарией. Все будет зависеть от регионального распределения. Вот эта идея, которая пока... И это идея долгого проекта. Она будет предполагать не спеша постепенное выстраивание опытным путем. Здесь получилось, здесь не получилось. Нас никто не преследует. Вот с такими белорусскими предприятиями, заводами. Не получилось. Почему? Ну вот не нашли общий язык. Переключаемся на какие-то другие вещи. Пусть вот я готов к критике и к проклятиям, но мне кажется, это единственный выход. Так что и это не осколки, а автономное образование внутри символической структуры под названием Украина. Возможно, название будет другое. Республика Украина. Или Украинская республика. Или Русь Украина. Все может по-разному называться. Но это должна быть мягкая, открытая структура.
Андрей Баумейстер был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо за приглашение. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Напишите, что думаете в комментариях. Увидимся.